ноги побрила? Еще как? Намазала маслечком, Как ты. чтобы блестели. Здравствуйте, друзья! Сегодня передача «Орел и Решка» прощается с вами, потому что ведущая затупила. Хватит хреститися-то! Это непростой выпуск «Орла и Решки». Всем привет! Это «Орел и Решка». И в этом сезоне вас ждет очень много прекрасных сюрпризов, ярких стран, насыщенных городов. Ждет Грузия, Тбилиси, Анаклия ждет, Гудаури будет, Местия будет или нет? Да, пойдем вместе. Это спецпроект «Орел и Решка. Неизданное». Все, что не попало в монтаж официальных версий. Все, что не вместилось, Собор настолько большой, как у меня шапка. осталось за кадром. Не императорское это дело считать часы. И все, что было не пропущено цензурой. Придется вырезать. Неудачные дубли, И главное, постоянно меняющийся пейзаж. не вошедшие сюжеты, Я надела колготы, надела! личные впечатления. Весело там у них. Еще больше историй, еще больше «Орла и Решки». Я смотрю на тебя. И впервые все ведущие проекта вместе, в одной программе. Вот Алан бы со своей крутой рубашкой сюда б так бы никогда не пошел. Крутяк, сказал бы Бедняков, но у меня есть свои выражения. Das ist eine große Wurst. «Орел и Решка. Неизданное». Все, давай, чао, погнали. «Орел и Решка» — формат, который придумали в Украине. За 5 лет мы объездили 96 стран и 165 городов. Мы побывали в самых удивительных, самых экзотичных, самых страшных, далеких и красивых местах планеты. Небо сливается с землей! Но не все так гладко. О, нет! Наши съемки полны неудач, обломов, нестыковок и эпик-фейлов. Блин, ну почему именно наши вещи не прилетели? Они не попадают в эфир, но без них наши впечатления от путешествий были бы неполными. Очень воняет мочой. Итак, этот выпуск неизданного посвящен разным неудачам на съемках. В этом выпуске вы увидите обломы при съемках диких животных, болезни и травмы наших ведущих, каково отсидеть сутки в индийской тюрьме, Что, отсидели, наколки получили? и почему выпуск про Сейшелы мог стать последним в истории программы. А также сюжеты, не вошедшие в основные версии программ. Обалдеть! И, внимание, целый выпуск «Орла и Решки», которого не было в эфире. Это «Орел и Решка. Неизданное». Бывают города, в которых, если уж не везет, так не везет во всем. В юбилейном сезоне одним из таких стал Неаполь. Всем привет, с вами снова Орел и Решка. И у меня для вас, друзьяшки мои сахарные любимые, есть два сюрприза. Первый сюрприз. Мы на родине пиццы, в Италии, в Неаполе. А второй сюрприз. Вот он. Привет! Здрасте! Бедняков тогда получил золотую карту и специально арендовал спортивную машину, чтобы всласть на ней погонять. Чё ж мне так везет? Взял себе такую машину. Чё ж мне так
Чего ж мне так везет? Хотел погонять, взял себе такую тачку. Все, гоняю в пробках. Классно. У Жанны украли кошелек с остатками денег. Блин, украл кошелек. Вася, все ты виноват, потому что непонятно, куда ушел. Че ты ушел куда-то? К тому же большая часть съемок проходила под проливным дождем. Боже мой, зачем? Почему? Я не хочу такого. Какой кошмар. Я в шоке. Где этот автобус? Я умру сейчас. Нет, холодно. Господи, опять дождь, опять холод. Я умру. Умру. Солнечная Италия. Неаполь, красотища. Чтобы укрыться от непогоды, Жанне пришлось прятаться в городских подземельях. Этот сюжет тогда просто не поместился в программу. Вот они, мои катакомбочки. Вот они, мои хорошие. Вообще, на самом деле, Неаполь подземный не менее интересен, чем наверху. Тут по всему городу, на самом деле, внизу идет свой подземный город. Ужасно жутко, но очень интересно. Катакомбы под Неаполем начали рыть сразу после основания города. Вначале они просто служили цистернами для сбора дождевой воды, но со временем здесь вырыли подземный город. Построили рынки и храмы. Инквизиция разместила в катакомбах тюрьмы и пыточные. Контрабандисты прятали тут свои товары, а военные строили бункеры и бомбоубежища. Говорят, мафиозная организация Каморра, которая процветала здесь, да и сейчас тоже существует, именно здесь, в таких катакомбах, давала клятву на крови. А может, и сейчас дают. Мы ж не знаем. Раньше по этим коридорам с фонариком, в принципе, могли просто ходить, бродить люди. Но так как город очень криминальный, конечно, эти все коридоры закрыли, дабы не было беды. Самые таинственные места в катакомбах – это древние кладбища. Вот сейчас я пришла в место, где похоронен святой Януарий. Святой Януарий – покровитель Неаполя. При жизни он был епископом города и сотворил множество чудес. По легенде, он был настолько могуществен, что даже после смерти остановил эпидемию чумы и извержение Везувия. И вот все люди того времени очень хотели быть похоронены где-то рядышком со святым. Считалось, что это все равно, что получить прямую путевку в рай. И таким образом образовалось вот это огромное кладбище. Представляете? Вот все вот эти вот впадины, это все места для гробов. Где-то были похоронены более богатые люди, вот где, видите, где арки. Это, так сказать, вип-склепы. Они построены и украшены фресками. А вот эти вот впадины – это средний класс, так сказать. Все бедные люди, они вот прямо здесь вот были похоронены прямо в земле. На что денег хватило, туда тебя и положили. Представляете? Вот это жуть. Идем отсюда. Страшно. Ну, лицо мне... Я ведь сейчас буду мокрый. Так и надо. Да, так и надо, когда у тебя температура, так и надо. Ведущие «Орла и решки» — это обычные люди, которые тоже могут болеть. Им часто приходится работать даже с температурой. Нет, все. Все. Нет. У меня 38 температура, Никита, посмотри на меня.
Но бывают случаи, когда хворь косит всю съемочную группу. Тогда программа может не досчитаться целого сюжета. А как я зайду? Ему надо вешать такую, класть еще такую штуку. Или просто прыгать. Оба! Все нормально. А я бы и сам справился, Веченца. Для меня это не расстояние, понимаешь? Так, во время съемок выпуска о Неаполе Андрей Бедняков арендовал яхту и отправился на остров Капри. Вы знаете, конечно, в чем плюс золотой карты и вообще денег как таковых? Они дают свободу. Вот я вот сейчас на лодке один, ну не считая оператора, гримера, костюмера, кока, 3 стриптизерш и 2 кота еще со мной. Так вот, я один, и только вода, море вокруг. Но вскоре из-за сильной качки Андрею стало нехорошо. О, сколько же еще плыть? Помните, я вам говорил, что как это здорово. Лодка, свобода, море. Забудьте. Я себе уже места не могу найти. Я уже там посидел, и там посидел, тут постоял. Тяжело. Тяжело, потому что плоховастенько. Я уже жалею, что я не взял какой-то маленький, скудненький, пускай пошарпанный вертолетик, но который бы меня привез бы туда вот, посадил и улетел. Но это было бы 20 минут. А так уже 2 часа прошло, а острова не видно. Сил остается все меньше и меньше. Более того, плохо стало всей съемочной группе. Друзьяшки, посмотрите на меня. Я белый. Хорошо, что вы не видите моего оператора. Он зеленый. А это значит, что мы на катере. У нас прекрасное настроение, у нас золотая карта. И как раз тот момент, когда ты жалеешь, что у тебя не рюкзак. С рюкзаком хотя бы не тошнит. Да, Жанна? Сейчас я на пару секунд. В итоге из-за морской болезни пассажиров яхту пришлось развернуть. Окей, I need 1 minute, sorry. Поэтому сюжет об острове Капри так и не был снят. Все. Ничего не сняли. See you later, yeah. Ой. Извините, я сделаю вот так. Наконец-то мы долетели. Привет, до друзья! этого. Привет, друзья! Или, как говорят у нас здесь местные, ой, амигос, потому что мы сегодня в Португалии, в неизведанной Португалии, в том месте, которое даже мало кто знает, что это Португалия. Мы сегодня... На Азорских островах. Ага. В сезоне «Неизведанная Европа» мы отправились на Азоры, райские острова в Атлантическом океане. Но даже здесь у команды «Орла и Решки» не все было гладко. У Жени в электрокаре села батарейка. Погода тоже была против нас. Погода меняется каждые 5 минут. Ой, какой ужас. Кроме этого, Регина умудрилась на Азорах сделать одну пакость. Сюжет об этом так и не попал в финальную версию программы. На Азорские острова все приезжают заниматься экотуризмом, то есть смотреть на нетронутую природу. Первый пункт моей экологической программы – лавовый туннель. Окей. Thank you. Правда, первый тоннель совсем не лавовый, а очень похож на канализационный. Но вот бетонный коридор заканчивается и... попадаешь в тот самый лавовый туннель. Это такая пещера, которая получилась в результате остывания лавы. Обалдеть.
Пещера какая-то очень загадочная. Вся с потеками лавы на стенах, похожей на смолу. Ну или на застывший горячий шоколад. Но настоящие эко-туристы лезут сюда не за тем, чтобы посмотреть на лаву. Говорят, что в этой пещере можно увидеть уникальные живые организмы. Видите их? Нет? Ну как же? Ну да вот же они. Конечно же, фанаты биологии сразу поняли, что это колонии актиномицетов, эндемичных жителей лавовых туннелей. Но для обычного человека просто какая-то слизкая желтая бяка. Желтая размазня, которую вы видите, это микроорганизмы, живые микроорганизмы, которые образовывались тут тысячи лет. Маленькая заметка для туристов. Если вдруг вам очень захочется нарисовать на этом месте «здесь был Вова», не делайте этого, пожалуйста. Потому что потом здесь ничего никогда не вырастет. Поэтому не суйте руки куда не надо. Ой. Блин. Теперь там ничего не образуется. На съемке «Орла и решки» мы берем с собой 2 здоровенных рюкзака с разной аппаратурой. Фотоаппараты, камеры, объективы, микрофоны. Целый арсенал. И со всей этой техникой в самый неподходящий момент возникают проблемы. За 166 выпусков мы потеряли 4 спортивные камеры и 8 айфонов. Придется выбросить. Нашел? Лови его. Он ускользает. На съемках водопадов Игуасу утопили весь комплект аппаратуры. Видите, вроде ничего не предвещало беды, как говорится. Вроде должны были просто покататься по речке, посмотреть на водопады. Но не тут-то было. И умудрились разбить 2 коптера. Это было трудно. В мангровых зарослях мы его еще не искали. Камера отвалилась, батарея тоже. Но главное, что дрон цел. Но на этом наши проблемы с техникой не заканчиваются. Вау! А вот и он, мой железный конь. В каждом городе для съемок мы арендуем несколько автомобилей, которые очень любят ломаться, независимо от того, дорогие они или нет. В такие моменты всегда нужно постучать по рулю. Так не повезло Регине с ее Лэнд-Ровером в Дакаре. Вот так и бери после этого старые раллийные машины. Развалюх. Насте с Фордом Мустанг в Доминикане. Ну а вы что хотели, малыш? То есть с 67-го, да? И спортивным Ауди в Таллине. Но мало кто знает, что однажды проблемы с машиной могли стоить жизни всей съемочной группе. Возвращаясь со съемок на Сейшелах, машину с группой «Орла и решки» занесло на скользкой дороге и выбросило с обрыва. Все отделались легким испугом и ссадинами, а вот машина восстановлению уже не подлежала. За 20 выпусков и сезонов моя А сделайте нам фотку. Да-да. Не надо. Съемки в некоторых городах оставляют у нас гнетущее впечатление. Одним из таких стала индийская столица Дели. Нас повергли в шок грязь, антисанитария и нищета. Этой индийской экзотики было так много, что мы даже решили не вставлять в программу один грустный сюжет. Сейчас вы его увидите.
Когда едешь по индийским дорогам, везде видишь коров. Они ходят, спят и роются на помойках. Все знают, что коровы у индийцев – это священное животное, убить которое – страшный грех. Поэтому у многих сложился стереотип, что эти животные тут живут, как у Бога за пазухой. Но на самом деле коровы – самые несчастные животные в Индии. То, что их нельзя убивать, не означает, что их нужно кормить. Поэтому большинство коров на улицах – это хилые больные твари. Они страдают от голода. Их ребра жалко торчат под натянутой шкурой. А животы раздуты из-за желудков, набитых пластиковыми пакетами. Тех из них, кто отжил свое и больше не может давать молока, просто оставляют на улице, где они умирают долгой и мучительной смертью. Съемочной группе «Орла и решки» часто приходится снимать животных. Вы даже не представляете, сколько это создает проблем. Они нас кусают. Кусается собака. Хватают. Прыгают. Треплют. И вообще часто ведут себя очень агрессивно. Воу-воу-воу-воу. Я их очень боюсь. Меня в детстве искусали эти утки. Но самый большой облом, когда их вообще нет. С животными ведь никак не договоришься о съемках. Хотят — выйдут, хотят — спрячутся, и ищи свищи. Хотя бы белка какая-нибудь прискакала, и белок даже нет. Хотя бы птица какая-то пролетела. Никого нет, даже моих друзей-обезьян нет. Труднее всего нашим продюсерам удается договариваться с китами и другими морскими обитателями. У нас накопилась куча неизданных сюжетов о том, как мы кого-то искали, но так и не нашли. И почему-то все морские твари разбегаются именно от Жени. Вообще все вот эти вот экскурсии, конечно, у них есть очень большой минус. Ты денежку заплатил, на лодочке вышел, ты все сделал, даже переоделся в сексуальный костюм для того, чтобы встретить кита. Но кит не хочет тебя видеть. И что только Женя не делал. В поисках китов оплыл пол Шотландии. Ой, как холодно! На Азорских островах зазывал дельфинов золотой картой. У-тю-тю-тю-тю, голдкар. А на островах Кабо-Верде убил кучу времени на поиски марлина. Идет 3-й час наших поисков. Посмотрите, что с оператором. Валяется, как не знаю что. Один из самых больших обломов произошел у Жени в Доминикане. Он специально поехал на другой конец страны, чтобы увидеть одних из самых редких существ на планете – ламантинов. Местные божились, что там этих животных целые стада. Ну, ламантины, я готов вами любоваться. Вам не видно, какие они ламантины, поэтому я сейчас немножечко расскажу, чтобы стало понятнее. Итак, царство животное, подтип позвоночные, класс млекопитающие, отряд сирены. Они такие милые, приятные, толстенькие морские коровки. Ну, хоть одну выпарите. Я уже же не прошу, чтобы вы вылезли и здесь красиво разлеглись на солнышке. Ау! Как вас? Похоже, это будет сюжет разочарования. Ой, носик! Насте буду говорить, что было круто. Буду хвастаться. Видел ламантинов. Ох, повезло! Класс! Крутяк! А теперь, дорогие мои, давайте, чтобы вы не пропустили следующий выпуск, мы продолжим. Итак, Жень, расскажи, что там у нас? Видел ламантинов. Ох, повезло! Класс! Крутяк!
Орел, решка. Лови! Да ну, Бодри, что ты? Каир стал еще одним из самых проблемных городов юбилейного сезона. Это грязный, пыльный и плохо пахнущий город. Кроме того, из-за адского трафика Настю тут чуть не сбила машина. По приезду в Каир нас неприятно удивило то, что тут с тебя все вокруг постоянно требуют бакшиш. Так местные называют взятку. Бакшиш просят, заглядывая в окно автомобиля. Бакшиш просят после экскурсии. И еще и начальник хочет бакшиш. Thank you. Обобрали до нитки. Часто каирцы хотят бакшиш в качестве платы за бесплатные услуги. Например, возле бесплатных туалетов можно увидеть людей, которые без стеснения берут с туристов плату за вход. Maybe you pictures me? Yeah? Ну и классическое Дурилово. Фото с верблюдом. Yeah. Wow. Okay, thank you so much. Bye. Hey. Oh. Hey, thank you for photo the camera. Oh. Ben, what you like? Pay? Yes. Да ну блин, я думала, ты просто фоткаешь меня. Okay. Окей? Yes, nice. Разводняк на каждом шагу. Несмотря на все эти неудобства, мы смогли отснять достаточно материала, чтобы сделать интересный выпуск. Некоторые сюжеты в него просто не поместились. Я решила осмотреть необычный район Каира. Здесь на улицах тихо, умиротворенно, не слышно автомобильных гудков. У обитателей этого района очень тихие соседи. Это город мертвых. Кстати, одна из главных достопримечательностей Каира. Это одно из самых больших кладбищ в мире. Город мертвых простирается на 6 километров. То, что кажется обычными жилыми кварталами, на самом деле десятки тысяч фамильных склепов. То, что выглядит как мечети, древние мавзолеи. Ну и есть здесь, конечно, местами трупный запах. Витает в воздухе. В каирском городе мертвых хоронят в одно- и двухкомнатных домиках. Эта погребальная традиция сохранилась еще с эпохи фараонов. Место, где я сейчас стою, это второй этаж. Есть первый. Он вот там. Под этой могильной плитой и пылью есть ступеньки вниз. И находится комната слева, комната справа, где похоронены жители вот этого склепа. В перенаселенном Каире такая жилплощадь не могла остаться незамеченной. Сюда самовольно начали заселяться бездомные. Бездомные живут неплохо. Из склепа получается довольно просторная комната, мягкие диваны, планшет заряжается. Он хоть живой. О, храпит живой. Ну и гвоздь экскурсии по городу мертвых. Спуск в сам склеп. Согласно погребальной традиции, открывать склеп запрещено. Такое гробовщик не покажет даже родственникам умершего. Но в Каире туристы за деньги могут попросить все, что угодно. Ну, долг ведущий обязывает. Ого. О,
год, там тело живут человека, какого-то тела, я не очень уверена, что я хочу идти туда. Очень воняет. Блин, ну это как-то очень страшно. Помню. Почему не как нормальных людей похоронить? Боже, как воняет. Господи, тут так страшно. Посмотри просто наверх. Тут пауков такое немеренное количество. Они тут как наросты огромные. Фу, тут просто невыносимо. У меня сейчас слезы потекут от вони. И зачем я только на это согласилась? Увидеть мумию невозможно, но египтяне не были бы египтянами, если бы не бакшиш. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. В каждом выпуске «Орла и решка. Неизданное» мы будем составлять рейтинги самого-самого за всю историю проекта. Самые необычные отели. Самая отвратительная кухня. Самые странные развлечения и многое другое. Это наши личные, субъективные, предвзятые, иногда сумбурные впечатления. И никакой рекламы или антирекламы. А вот и первый подвох. Все, кто не вошел или вошел в список самых-присамых, просьба не обижаться. На территории мемориала расположены Национальный концертный холл страны, Национальная опера страны и панды! Итак, в сегодняшнем выпуске «Неизданного», посвященного обломам и невезухам, представляем рейтинг травм наших ведущих. На 5-м месте Регина Тодоренко. В стране басков она наслаждалась прогулкой на велосипеде и, как обычно, кривлялась. Регина тогда отделалась легким испугом и ссадинами, но на всю жизнь запомнила, что баловаться на проезжей части нельзя. На 4-м месте Женя Синельников. В Сараево он учился кататься на скейте. И еще раз доказал, что спорта без травм не бывает. Тройку лидеров замыкает Андрей Бедняков, который решил прокатиться в Дубае на сноуборде. Вот так. И хотя в кадре Андрей скрыл свои настоящие ощущения, в тот момент он заработал себе трещину в ребре. Серебро нашего рейтинга травм забирает себе Леся Никитюк, которая, отдыхая на Мадагаскаре, наступила на морского ежа. Дура разогналась, прыгнула, хотела поплавать в индийском океане. Ну что можно еще добавить? Это очень больно. И, наконец, на 1-м месте Регина Тодоренко и ее страшное падение с бревна на Аляске. Честно говоря, тогда многие в съемочной группе подумали, что проекту придется искать новую ведущую. Все нормально. Я иду дальше. Во время поездок съемочной группе часто приходится сталкиваться с местными полицейскими. В одних городах они дружелюбные, а в других они вредные, терпеть не могут людей с камерой и создают нам массу проблем. Так, в Каир мы приехали не в самое лучшее время. Здесь как раз проходили очередные народные волнения. На всех людей с камерой смотрели как на пособников террористов. Уже в аэропорту за нами начала следить полиция. А после вот этих невинных кадров на остановке к нам подошли полицейские и забрали в участок. А пока Регина ездит по городу и тратит деньги золотой карточкой, мы сидим в милиции и даем показания, а все потому, что просто постояли возле автобусной станции. Отпустили только через 7 часов.
Ну, хоть накормили. Только в милиции Египта обвиняемых кормят бутербродами. Во время съемки выпуска в Варанаси мы, как обычно, использовали наш коптер. Но местные полицейские видели это чудо техники впервые и решили, что мы шпионы. Съемочную группу отпустили только через день. Террористы! Намасте. Индия вас приветствует. Ну что, отсидели, наколки получили? Купола Тадж-Махала накололи. Три винта там. После индийской тюрьмы люди меняются. Во время съемок сюжета про криминальный квартал в Боготе на нас напали разъяренные сутенеры и проститутки. Полиция смогла нас защитить, но потребовала удалить весь отснятый материал, чтобы не позорить имя этого славного колумбийского города. Хорошо, что мы уже были научены горьким опытом общения с полицией и знали, что делать в таких ситуациях. Страшно, ужас. Представляете, нам пришлось заменить карточку в фотоаппарате на другую, чтобы материал, который мы уже засняли, полицейские не забрали. Потому что если бы они обыскали нас, нашли эту карточку, то, соответственно, ничего бы и не увидели. Путешествия «Орла и решки» полны незабываемых впечатлений. Когда снимаешь в реальном времени, может произойти все, что угодно. Нам приходится противостоять силам природы. Там должно быть очень круто, я все равно пойду. Ох. Рейс задержали на 3 дня. Козням авиадиспетчеров. Но одежды уже нет, еды нет, все закончилось. Мы сталкиваемся с враждебностью местных жителей. Несмотря на все это, каждую неделю наши зрители видят новую программу. Но существует один выпуск «Орла и решки», который так и не вышел в эфир. Выпуск, о котором не знает никто. Внимание! Впервые на экране. В юбилейном сезоне Коля и Леся отправились в городок Эссувейра, что на юге Марокко. Все начиналось как обычно. Коля получил золотую карту, а Леся $100. Но вскоре оказалось, что без разрешения местных властей тут нельзя даже камеру вытаскивать. А получить разрешение практически невозможно. Вот что удалось снять из-под тишка. Эссувейра – это веками просоленная, выгоревшая на солнце древняя крепость. Когда-то здесь торговали африканскими рабами, а сейчас хоть шаром покати. Старая часть города – это лабиринт из узких улочек и тупиков. Они создавались специально, чтобы стать ловушкой для захватчиков города. Здесь все как в старой арабской сказке. Торгуют цветастыми коврами. Ходят берберы в полосатых халатах, похожих на пижамы. А горы специй пахнут на всю округу. Но самая оживленная часть города – местный порт.
Здесь загорелые дядьки строят деревянные кораблики. Синие лодочки ждут выхода в море, как овечки в загоне. А их хозяева вовсю торгуют свежим уловом. Каждый день сюда привозят уйму морских гадов, которых не найдешь даже в самых изысканных магазинах деликатесов. Вот выловили здоровенную мурену, а вот потрошат маленьких акулок. Тут как тут нежатся раскормленные коты. И галдят наглые чайки. Кажется, самые толстые и фотогеничные чайки в мире. В Эссуэйре я, как правильный миллионер, забронировал себе номер в самом дорогом отеле города – Могадор. Здесь все по высшему разряду. Огромная территория с оливковыми рощами, идеальными газонами, поле для гольфа, 2 бассейна. Местных тут не бывает. Только европейские и американские богатенькие буратино. Привет, спасибо. В отеле можно снять и обычный номер. Но для миллионеров тут уготованы шикарные виллы. Спасибо. Так уж и быть. Только для вас проведу экскурсию по своей миллионерской вилле. Те, кто из вас позавистливые, отодвиньтесь подальше от телевизора, чтобы не забрызгать его слюной. Сейчас мы пройдемся по обычному маленькому миллионерскому номеру, который в простонародье зовется виллой. Ну что ж. Так. 2 спальни. В каждой из спален своя ванная. Вы знаете, миллионеры, они люди очень привередливые, поэтому иногда после синей спальни очень хочется пойти отдохнуть на пару часов в зеленую спальню. Далее гостиная. И собственный бассейн. Вся вилла – это смесь европейского минимализма с восточными мотивами. Каждая деталь интерьера символична. И понять ее смысл может только знаток. Я знаток, и я расскажу. На этих решетках традиционный арабский орнамент в стиле гирих. Ванна повторяет форму типичной марокканской ванны для дубления кожи. А из окна виден пруд с ростками папируса. В общем, ничего так. После заселения я отправился в самый дорогой ресторан Эссуэйры – Ла Таблю Бу Мадер, где меня уже ждал сам владелец заведения. Я заказал себе шедевр марокканской кухни – сибаса в морской соли. Сибас – это вообще-то морской окунь, но так звучит круче. Готовится он так. Сначала его фаршируют листьями розмарина. Потом смешивают в миске морскую соль с оливковым маслом и все с тем же розмарином. Пока не получится однородная соленая каша. Этой кашей покрывают рыбу. Ставят в духовку и все. Рыба под соляной шубой готова. Смешно, что блюда в этом ресторане оформляют как постели в турецких отелях. Но зато сразу видно, что по-богатому. Как знак особого внимания, рыбу мне вынес сам хозяин. Более того, он сам ее очистил, выбрал кости и положил в тарелку самые лучшие кусочки. Вот это сервис. Чувствую себя ребенком в гостях у бабушки. Вкусно. Вы знаете, что удивительно? Несмотря на то, что это сибас был в такой груди соли, но не пересолен. Я бы даже сказал, что он чуть-чуть недосолен. Посолю-ка. На десерт блинчики от хозяина. Как вы уже поняли, их готовит сам Мухаммед, непосредственно перед гостем. Блинчики жарятся в соусе из сахара, сливочного масла, апельсиновой цедры, лимонного фреша и апельсинового ликера.
Чувствую себя гостем кулинарной передачи «В гостях у старого француза». Но Мухаммеду и этого мало. Автор начинает сжечь, поливая блинчики горящим бренди. Дайте мне поесть, пожалуйста, это реально вкусно. Уйди, не снимай меня. А вот моя поездка в Эссуэйру вышла не такой удачной. Сначала я провела полдня в аэропорту. Ну надо же! Шахерезада Леся все-таки смогла уехать из аэропорта спустя 4 часа. В конце концов, мне пришлось взять такси. Поездка на нем стала нашим последним сюжетом в Эссуэйре. После нам запретили съемку, пригрозив депортацией. Это был, наверное, самый большой облом за всю историю «Орла и решки». Впервые съемочная группа, поджав хвост, бесславно вернулась домой. У Шахерезады настроение испорчено. За 10 сезонов программы мы объездили все уголки планеты. Мы почти дошли. Побывали в самых экстремальных ситуациях. И выяснили главное. Без неудач и обломов не обходится ни одно путешествие. Не тут-то было. Но каждая трудность делает наши приключения только ярче.